Добрый день, дорогие друзья! Сегодня о желудях, которые, как мы знаем, плоды с дерева, которое называется дуб зеленый, под которым кот ученый, и там еще вместе с русалкой и так далее. И так вот, на нем растут плоды типа орешки, которые называются желуди. Их бывает целый ковер под деревом, когда они уже осыпаются, это все знают. А вы скажете, ну вы даете, профессор, да разве желуди можно есть? А я вам расскажу. Желудь или орех дуба содержит очень много полезных питательных веществ для здоровья и организма. Многие кухни мира, кстати, давным-давно уже готовят из них разные вкусные блюда. В сырых плодах присутствуют так называемые дубильные вещества в хорошей концентрации, поэтому и на вкус они очень горькие. Но что важно, если съесть желудей так прилично, то будет вам праздник, который называется токсическое отравление. А если правильно приготовить желуди, то этих дубильных веществ не будет, и они будут, говорят, вкусные. Вот, каюсь, сам никогда не пробовал, как-то не довелось, но, может, еще будет случай попробовать, но очень бы этого не хотелось. По сбору плодов. Собирать надо зрелые плоды зеленого цвета, на ощупь они твердые. Положить их в темном сухом месте, разровнять в один слой и так оставить на 3 недели. После этого времени разложить их на противне и поставить в духовку, разогретую до 150 градусов, на 5 минут. За это время желуди полопаются и будут коричневого цвета. Открыть дверцу духовки и оставить на 1 час. При этом важно следить, чтобы желуди не подгорели. Вынуть, остудить. Когда остынут, почистить от кожуры и переложить в банку с плотной крышкой. Что важно сказать, что заготавливать их слишком много нельзя, поскольку сырье быстро портится, и нельзя использовать сырые желуди, поскольку это будет вредно, особенно для мочеполовой системы, мочевого пузыря. Желуди очищаются от скорлупы, заливаются водой, кипятятся, меняя жидкость до тех пор, пока дубильная кислота не будет оставлять своих следов. Какие-то следы – это бурый цвет воды. Затем плоды подсушивают и жарят, как обычные орехи. Для общего развития скажу, что из желудей выпекают хлеб, где используется дробленная тертая крошка, типа мука этих орешков. Добавляют эту мелкую крошку, если надо, поварам загустить жидкость какую-то, вот, по примеру, крахмала или муки. Эту тертую крошку применяют и при диабете для некоторого снижения количества сахара крови. 1 чайная ложка такого сухого порошка за час до еды утром и вечером перед сном. Еще способ. 1 стакан сухих плодов промолоть в мясорубке, залить 1,5 литрами воды, кипятить полчаса на маленьком огне, настоять сутки, затем снова кипятить 30 минут и настаивать снова сутки. Процедить, добавить 1 столовую ложку водки и принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день 2 недели. Курс повторить через месяц. У диабетиков, кстати, часто бывают панкреатиты. При симптомах панкреатита применяется настой сухих шляпок желудей. 1 столовая ложка шляпок заливается стаканом кипятка, настаивает 2 часа, принимают, начиная с 1 столовой ложки в день, постепенно увеличивая дозировку до 4 столовых ложек. Применяется также как чай при острых колитах и расстройствах желудка, болезнях женской и мужской половых систем, сердечных заболеваниях, нервных расстройствах, анемии, заболеваниях десен. Чай оказывает бактерицидное, противовоспалительное, противоопухолевое действие. У лежачих больных от пролежней используется масло желудевое. Как приготовить масло? 1 стакан зрелых желудей, очистим от кожуры, пропускаем через мясорубку, заливаем кипяченым горячим подсолнечным маслом, так, чтобы оно полностью покрыло сырье. Настоять в темном месте 40 дней, помешивая периодически. Процедить. Смазывать пораженные места 4-5 раз в день до заживления. Кофе в кавычках, конечно, из желудей. Им лечат кашель, бронхиты, астму, заболевания сердца, мочеполовую систему. При потреблении желудей активируется интеллект, активируется работа мозга, повышается работоспособность и концентрируется внимание. Сухие желуди без кожуры смолоть в кофемолке,
Заварить, как обычный кофе, 1 полная с горкой чайная ложка на чашку кипятка. Можно добавить молоко и сахар по вкусу. Пить такой кофе можно до 5 раз в день. Курс длительный. На сегодня все. Берегите себя и здоровье. Оставайтесь с нами, и все будет только хорошо.